Дорогие друзья, в этом видео я покажу, как поменять на вот таком ботиночке женском замочек. Замочек поломался, вырвалась сама молния, и мы ее будем менять. Так, будем его выпарывать. Я использую рапитовый нож, вы же смотрите, чем вам удобно выпарать. Может, канцелярский нож или еще что-нибудь, там лезвием, я не знаю. Но его нужно выпарать, убрать отсюда. Тут, видите, был такой закрытый замок, он как вывернутый изнанка. Мы же обычный будем ставить. Его надо сразу выпарать и потом вычистить. Одним словом, мы сейчас его подготовим для вшития. Мне оба делать, но я вам покажу на одном. Так, все. Одна сторона готова. И то же самое делаем на второй стороне. Подпарываем. Аккуратно. Все будем делать вручную, без машинки. Обычным тоненьким крючочком и штопорной ниточкой. Вот, видите, какой замок был? Он как наружный. Тут же шибиунок, соответственно, совсем другой стоит. Так. Вот это теперь надо все почистить. Я обратной стороной ножа просто прохожу аккуратненько старенькую ниточку, чтобы убрать. Она вычищается. Вы можете пинцет взять, попробовать можно пинцетом. На дермантине, я говорю, аккуратно. Он обдирается, если вот так вот обчищаешь. То лучше на дермантине, конечно, пинцетом это делать. Пусть дольше, но тем не менее получается аккуратнее. Так, все, уже вычистили. Теперь берем замочек. У меня идет метражные замки. Отмеряем. Отмеряю то, что мне нужно. Вы же можете стандартный простой купить. У вас тогда проще вот тут будет с фиксаторами. Ставите по фиксаторам и замеряете. Излишки просто удаляете. Так. Теперь обрезаем. Беру канцелярскую ленту. Двусторонний скотч канцелярский. Это за место клея, чтобы его приклеить. Так. Обрезаем. И так само вторую сторону. Так. И обрезаем. Теперь вот это расслаиваем. И будем вклеивать. Тут мы краешек мы заворачиваем. Ну, я заворачиваю. У вас, если стандартное, там по фиксатору просто подверните, чтобы оно не выскакивало. Лучше не обрезать возле фиксатора, потому что фиксаторы выбиваются, потом вылетают. И будем вставлять. Так. Приблизительно, но немножко ниже. Вот он. Низ, смотрите, излишки убираем. Они не нужные. Вставляем вниз. Вот таким образом.
И так само притуляем на место внутреннюю подкладку теплую, утеплитель. И то же самое мы проделываем со второй стороной. Так, заворачиваем. Вот эту часть не подвернул. Подтормаживаем, бывает. Так. И теперь так само тут же вставляем. У нас как раз надо липучки приблизительно. Так. И так само тут аккуратненько вставляем. Излишки убираем. Они нам будут мешаться. Вот тут будка вот не получится нормально вставить. Будет вот такая будочка. Нехорошо. По ней потом расходится. У нас должно идеально сесть. Так. Ну что, смотрите. Он вклеенный. Держится. Теперь мы берем крючок. Крючочек я использую один и... что я несу? Единичка. Да, прошивочная 1,8. Этот единичка идет. Штопальный. Нитку. Я использую Титан 40 номер черная. Вы же смотрите, может быть, вот такую текстилевую возьмете. Они продаются. В канцелярских магазинах в основном вот такие текстильки продаются. То, возможно, вы вот такую возьмете. Номер текстилевая нитка 0,93. 93, вот так правильно сказать. И теперь берем, немножечко отступаем, потому что нам придется нижнюю часть вытянуть, чтобы вставить бегуночек. Так что мы немножко, где-то сантиметр я отступил. И начинаем пришивать. Ниточку вытянули. Штопальной, конечно, чуть-чуть посложнее шить, чем прошивочной. Через одну строчечку, через тут старые дырочки от машинки оставленные, от старой прошивки. И мы идем через одну дырочку. И получается шов как у машинки. Новых дырок не бьем, они не нужны. И не спеша проходим. Скучно, конечно, музыка не играет. Не могу не включить ни музыку никакую. Как говорится, ни радио. И в каком-то из видео играло радио. В двух, по-моему. Ну, то в двух видео я и от Ютуба страйк получил сразу. За авторские права. Просто играло радио. Так что теперь видео, если записывать, то записывать только в полной тишине. Нельзя включать ни музыку, вообще уже офигел YouTube. Так, через одну проходим. Так, внутреннее, забыл сказать. По внутреннему стараемся цеплять как мех вот этот, так и клапан. Бо мех может потом отстать. Если уже так получилось, что вы не зацепили мех с клапаном, потом придется вам брать клей и подклеивать его. Клей вот в принципе тоже будет держать. Никуда оно не денется. Смотрите, если мех вот так вытягивает, то что крючок имеет свойство тянуть его. Вот тут по внутреннему назад немножко раз, оттянули, и он тут спрятался. Ну, как видите, особо тут ничего такой сложности нет. Главное уметь просто прошивать, работать с крючочком и купить себе ниточку и тоненький крючок. Ну, если вы будете прошивать обычным прошивочным, большие дырки получаются и некрасиво тогда.
Да, оно сделается, но просто будет некрасиво. Надо тоненькую все-таки ниточку использовать и специальные крючочки тоненькие. Доходим до конца. Так, все, завершили. Теперь немножко возвращаемся вниз на пару стежков. Предостаточно одного шва. Его с головой хватает, будет держать, никуда не денется. Говорю сразу. Хотите, можете налаживать два, но предостаточно. Вот так хватает с головой, не, как показывает практика, никуда он не девается. Делаем возврат, как машинка. И тут же можете просто обрезать, но тоненькую ниточку я предпочитаю все-таки подзавязать. Так как она проще, легче развязывается, чем прошивочная. То я предпочитаю делать завязочку. Так, завязываем. Раз. И второй. Обрезаем, берем зажигалочку, припаливаем, и оно никуда не девается. И то же самое мы проделываем со вторым. Отступаем сантиметр где-то и не забываем подхватывать внутреннюю подкладку, утеплитель. Будет некрасиво потом. Так, подшиваем. Немножко отвлекался. Только что тоже принесли. Купили сапожки, новые сапожки. И полез замок. Не просто полез. Вот тут вся вот эта тряпка вся посучилась. И человек, женщина один раз только обула его. Я говорю, подсказал им, что сходите сначала в магазин. Покажите, то что это брак производственный, это не она сделала, там видно. Что скажут, если нет, тогда уже будем менять. Но магазин, по идее, обязан поменять, так как даже на право потребителя там, по-моему, 2 недели дается это точно. Типа как гарантийное. Ну ничего, а мы тут продолжаем по-нашему. Сейчас, в принципе, уже доделываем. И так, потихоньку завершаем. Выходим, у нас, видите, подпороли вот эту часть. Тут сейчас закончим и ее тоже пришьем на место. Так, все, теперь назад возвращаюсь. Не буду я ниточку пока отрезать. Я сделаю возврат. Сама молния уже пришита. Получается. Так. И теперь завершающая. Так, смотрите, сама молния уже пришита. Я назад возвращаюсь. И теперь вот эту часть я сейчас перескочу сюда, и надо будет вот это зашить.
там, где мы отпарывали. То, что оно по-любому зацепило при отпорке. Так, липучечку на место эту. Пройтись немножко вверх. Чтобы перекрыть тот шов, где мы подпарывали. Тут, конечно, желательно в каждую дырочку пройти. Кондец, поломался крючочек. Давно не ломались. Ну ничего, всякое бывает. Вот блин. Неудачно потянул. Рассказывает, что он профессионал, а сам крючки ломает. Вот лузер. Все, завершаем. Есть такое дело. Все, закончил. Возвращаюсь назад. Один. И второй. Обрезаем и пришиваем. Пришиваем, скажи, и припаливаем. Что ты это несешь, Саша? Так. Все, припаливаем. И вставляем бегуночек. Смотрите, вытягиваем. Один, второй. Бегуночки я использую. Семерочка. Барышев. Они вот такие, как усиленные. И они действительно ходят. Вставляем одну сторону, вставляем вторую. И должно быть до характерного такого щелчка. Так. Нет, опускаем ниже. Вот эта сторона должна ниже сидеть у нас. Выставляем, чтобы оно было ровненько. Во. Вот это оно. Уже вижу. Да, тоже, конечно, такая система. Ну и шло бы до самого верха. Нет, оно непонятно. В принципе, мы можем глянуть по второму. Ну что еще? Да, то же самое. Все правильно. Оно вот оно пошло. И тут так само. Значит, правильно вставили. Вот тут излишки мы тоже сейчас уберем. И вставляем на место его. И зашиваем. Чуть-чуть приоткрываем, чтобы у нас рука могла заходить. Не до самого низа. Тут надо, чтобы оно лежало ровненько. Тут рукой свободно достается. И с того места, откуда мы начинали, вот, так само начинаем и идем на эту сторону. Но тут придется по всем, по двум швам пройти. Потому что низ, нагрузка большая идет сюда. И зашиваем. Здесь же мы тоже проходим. Вытянули мех, как всегда. Цепляем. Тут кожа у нас фиксатором и выходит. Хотя можно сделать пару стрижков ниточкой. Либо если у вас есть скобка, чтобы поставить его как фиксатор. Ну, я думаю, оно никуда, не думаю, знаю, в принципе, оно не разойдется.
Оно будет держать. Сама кожа и выходит как фиксатор. Получается, зашиваем все то, что мы не дошили. Так, дошли до низа. Переходим на первую строчку обратно. И возвращаемся наверх. Да, техника безопасности. Не забываем. Пальцы не подставляем под крючок. Там, где протыкаем. То, что особенно тоненький крючок вообще в пальцы очень легко заходит. И он травмоопасен. А вот выходит, конечно, заходит он легко, а выходит гораздо сложнее, то что он назад вырывает. Все. Финиш. Завязываем ниточку. Можно вернуться просто назад. Я лучше тоненькую завяжу. Тут она наверняка держаться будет. Ну и теперь последний штрих. Проходим зажигалочкой. Припаливаем все вот эту ниточку. И не только ниточку, то что крючок же все-таки назад высмыкивает внутреннюю подкладку. Все. Смотрите. Замочек вшитый. В принципе, думаю, все получилось. Друзья, в этом видео я показал, каким образом шить коротенький замочек. В принципе, это все можно сделать в домашних условиях, свободно делается. Тем более во времена нашего карантина. Многие сидят дома. Если не спеша, потихонечку, я думаю, у вас все получится. Сложности тут особой такой нету. Немножечко сноровочки. Главное просто уметь шить. Так что, если видео вам понравилось, было полезным, ставим лайк и не забываем подписываться на канал. Спасибо за внимание.